Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Алексейчик, я гид по Святой Земле. Сегодня мы продолжим обходить стены Иерусалимские и поговорим о воротах новых и дамасских. Протяженность стены примерно 4,5 километра. Высота от 5 до 15 метров. Всего в стене установлено 35 башен, 15 из которых укрепляют северную стену, самую незащищенную. Сегодня открыто 7 ворот. Сионские, Явские, Новые, Дамасские, Цветочные, Львиные и Мусорные. В северо-западном углу находятся остатки средневековой кладки. Это немногое сохранившееся от башни Танкреда. Она построена была из каменных блоков иродианского периода, то есть периода времен Христа. Танкред Тарецкий, участник первого крестового похода, он один из первых ворвался в Иерусалим через пролом в северной стене. Как писал рыцарь нормандский Рауль Канский, Танкред, уподобляясь более льву, нежели человеку, и притом походя на льва не только глазами и лицом, но и главным образом сердцем, летит в своей ярости к подвигам. Мы поднялись на самое высокое место старого города, 760 метров выше уровня моря. И здесь находятся ворота, которые называются Баб-аль-Джадид, новые ворота. Название связано с тем, что они последние из построенных ворот города, потому что были пробиты только в 1887 году по приказу султана Абдул-Хамида II, который внял просьбе францисканцев и монахов монастыря Нотр-Дам-де-Франс, чтобы дать возможность паломникам как можно быстрее добираться до христианского квартала и храма Гроба Господня. По имени султана арабы называют их Баб-аль-Хамид или просто Ворота Султана. А в самом городе 4 квартала. Христианские, где живут арабы-христиане, мусульманские, где живут арабы-мусульмане, армянские и еврейские. Пойдем дальше вдоль стены и остановимся у ворот дамасских. Мы подошли с вами к самым красивым воротам старого города. Они называются дамасские. Со стороны Дамаска входили в город. Или шхемские. Со стороны города Шхема, Сихема. В византийские времена и в Средневековье эти ворота назывались ворота Святого Стефана. Ибо императрица Евдокия, жена императора Феодосия, во время ее посещения Святой Земли основала базилику рядом с воротами, в которую перенесли мощи первомученика Стефана. Сегодня на месте древней базилики находится Доминиканский монастырь, и при нем действует французская археологическая школа. Ученые провели изыскания в пределах монастыря и нашли лишь фрагменты древней церкви. Паломники того времени, описывая эту церковь, отмечали, что по красоте она не уступала храму Воскресения Христова. В базилике хранились не только мощи первомученика Стефана, но там же была похоронена и сама императрица после ее кончины в 460 году. Еще одно название этих ворот – Баб-аль-Амуд – ворота колонны. Дело в том, что в римские времена, во II веке от Рождества Христова, то есть 1800 лет назад, под современными воротами был римский форум. И в центре форума возвышалась на колонне скульптура императора Адриана. В византийский период скульптуру снесли, установили поклонный крест. А в раннеарабский период, в VII веке от Рождества Христова, то есть 1300 лет назад, сместили крест и просто стояла колонна. Отсюда и название этих ворот – ворота колонны. Через эти ворота Савл, будущий апостол Павел, отправился в Дамаск. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Деяния апостолов, 9 глава. Здесь весь день кипит торговля, продают
различные нужные и ненужные предметы, фрукты, готовят кебабы. Шум и торговля затихает с наступлением ночи, когда проходят через них только евреи, спешащие к стене плача, и паломники на ночное богослужение в храме гроба Господня. Это самые красивые ворота города и вместе с тем самые уязвимые. Они были возведены в 1537 году на месте ворот, существовавших ранее. Кстати, сам придворный архитектор Мемар Синан проектировал эти ворота. А за воротами внутри города две улицы, две дороги. Одна ведет к Ветхому Завету, стене плача, а вторая к Новому, храму Воскресения Христова. И люди заходят в ворота, и каждый выбирает свой путь. Знаменитый писатель Марк Твен, который посетил Святую Землю в 1867 году в составе группы, состоявшей из паломников и туристов, покинул Иерусалим через эти ворота. Он писал: «Выехали из Иерусалима через величественные Дамасские ворота и навсегда покинули стены города. На вершине отдаленного холма остановились и бросили последний взгляд на древний город, в котором чувствовали себя так хорошо, и сказали ему: последнее прости». А мы не прощаемся, а мы продолжаем идти дальше, к воротам, у которых мы еще не были. Между цветочными и дамасскими воротами находится каменоломня царя Соломона. И через эту заброшенную каменоломню бежал царь иудейский Седекия. Он поднял мятеж против вавилонского правителя Навуходоносора, но был предан своими союзниками. Он бежал, его настигли, у него на глазах казнили его сыновей, затем выкололи глаза и отправили в Вавилон. На этом наша сегодняшняя прогулка вдоль стен старого города закончилась, но мы не прощаемся. Продолжение в следующей части. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексейчик.